Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня колода добра. Изображение которой и значение карт подается с позиции позитивной психологии. И прорисовал эту колоду известная художник и таролог, очень мудрый, с большим стажем, Колет Барон Рид. Давайте будем добрее к самим себе, милосерднее к собственной душе, мои дорогие. Жизнь не бывает, увы, полностью предсказуема. И позволим себе право на ошибку. И мы все люди, мы не можем предвидеть обстоятельства, мы не можем предвидеть, как отреагируют другие люди. И поэтому мы все равно должны как-то провзаимодействовать и идти дальше. Допустим, как раз альтернативные варианты развития событий. И сумеем, может быть, просчитать, глядя на карты, какую-то ситуацию, которая, может как-то по-другому развиваться, в отличие от того, как мы себе запланировали. И это в целом нам дает сильную позицию, потому что нас сложнее застать врасплох. Потому что мы где-то, уже внутренне готовы к тому, что в любой момент что-то может измениться. Вот давайте мы зададим два главных вопроса, что важно знать, неожиданности, как видят карты, и попробуем быть в своей собственной душе хорошим другом. Это очень важно. Это в целом формирует, вот как я сказала, допускать право на ошибку, так и быть самодостаточным, потому что мы больше, а вы люди сильные, мы учимся доверять собственным, где-то ощущениям, собственным намерениям, целям. И если даже что-то не получается в данный момент, это лишь говорит о том, что или методы нужно сменить, или иногда подождать, а где-то вовремя не упустить, когда нам жизнь дает какие-то возможности. Они тоже к нам приходят, не всегда так, как мы это планировали. И вы, мои дорогие, вы сейчас в центре внимания. Вы, повторюсь, сильные люди, и для вас очень продуктивный период жизни. Итак, мы сказали, что важно знать и неожиданности, да? Вот два ключевых вопроса, которые мы зададим картам. И каков же ответ? Итак, что важно знать? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что может помешать? А что вас будет, мои дорогие козероги, радовать, что будет помогать? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения? Или от вас скрывают? Дела, работа, бизнес, энергия денег, финансы. Что подскажут карты в личной жизни для вас? Итак, что же важно знать? Терпение. Вот все то, что я сейчас до карт, наверное, говорила. Вообще это баланс, гармония в душе. Очень красивая карта. Посмотрите, какая дева. Такая, своеобразная где-то и духовность какая-то, высшая цель. Как будто она о чем-то задумалась и понимает, что, я свою, как мечту, может быть, или то, что для меня очень важно, я не смогу осуществить за один день, за одну неделю. Видимо, какой-то план, он должен мой состояться, но, может быть, и коррекция какая-то нужна. Или терпение в решении данного вопроса, если в целом, что важно знать. Неделя спокойная. Нет форсажа какого-то, когда срочно с места в карьер. По крайней мере, точно терпение нам будет помогать. Может быть, есть вопросы, к примеру, по документам, подписям каким-то, да, когда мы ожидаем, когда готовность именно документа будет уже наконец закончена, и мы можем взять эту бумагу и в дальнейшем уже что-то осуществлять, планировать. У кого-то банально нужно подождать, и мы на это не влияем. Или для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. Это тоже дистанция, имеет не короткий промежуток, а требуется время. Все-таки старший аркан. По этой карте, раз уж мы говорим старший аркан, на нас влияют, правда, обстоятельства. И нам, в принципе, говорят, во всем нужна умеренность. И ангел присматривает за вами. У вас все произойдет как будто в свое время. Может быть, вот эта самая перезагрузка после выхода Плутона в знак Водолей из вашего знака. Вам необходимо, как будто приноровиться к новой реальности или прочувствовать себя самого в другом качестве. Это тоже будет важно. Но в спокойное течение жизни как будто нам гарантировано.
И при условии, если мы где-то соблюдаем еще и законы. Карта правосудия выпадает. Это причинно-следственная связь. Что посеешь, что и пожнешь, нам говорят. И поэтому какие-то прежние события себе могут напомнить. У кого-то буквально, может быть, разбирательство в суде. Или, может быть, и медиаторство. Нужно с кем-то договориться. По этой карте, когда она выпадает в неожиданностях, я всегда говорю, мы не нарушаем законы даже в минимуме. Дорогу переходим там, где положено, нигде всегда. За рулем автомобиля не превышаем скорость. То есть, ну вот, видимо, на этой неделе терпение, мои дорогие. Нет, понимаете, какой-то рывкообразности или наших действий таких импульсивных. Вот этому сейчас где-то будет не время. В неожиданностях мы можем столкнуться с тем, что нам нужно знать лучше законы по какой-то теме или подзаконные акты. Может быть, какой-то ваш вопрос вынуждает вас обратиться к юристу, к адвокату. Такое тоже может быть. Здесь не должно быть совершено какого-то промаха, мои дорогие. Поэтому какую-то, может быть, тему вам нужно дополнительно изучить, как работают законы вообще в отношении вас, если вы что-то совершите или поступите определенным образом. Себя подстраховать нужно. Об этом нам тоже говорит карта. Ну и, безусловно, быть честным с самим собой, повторяюсь, это будет важно. Увидеть какую-то реальность и не спешить, чему сейчас не время. Паж Земли. Это карта новых начинаний, безусловно. Это карта, когда, знаете, я решил процветать. Но прекрасное значение, но чему сейчас не время. Может быть, те вопросы, которые где-то вам напоминают из прошлого о себе. Что-то не завершено, какой-то словно гештальт нужно, но завершить, сыграть последний аккорд в чем-то, поставить точки, подвести баланс, расставить все под местам перед тем, как вот буквально уже стартануть куда-то дальше. Правда, терпение вот в решении каких-то вопросов. Или, когда мы не настаиваем на своем, прекрасная карта, но она говорит, не будет что-то быстро. Поэтому, ну, принять во внимание то, что жизнь где-то развивается по своим законам на этой неделе, мои дорогие. Может быть, карта нам говорит о том, что, ну, не быть совсем материалистом. Может быть и так. Материализму или не расценивать, или не оценивать людей, или какие-то события с позиции материальной, ну, как бы заинтересованности, понимаете? Добавить, может быть, то, что мы можем не видеть чего-то на данный момент, да, и от чего-то отказаться, или отказаться от каких-то полезных контактов, от интересных людей, потому что мы где-то зациклены на материальном. Что же будет помогать, мои дорогие? Шестерка воды. Есть люди, на которых вы можете буквально опереться, есть какое-то взаимодействие, есть в вашем окружении искренне, кому вы можете доверять. По шестерке воды есть и какие-то воспоминания, есть что-то доброе, хорошее, когда, ну, условно, вы можете от чего-то оттолкнуться, что в этой жизни вы уже как будто, ведь шестерка это всегда победа. Поэтому есть ваши победы, мои дорогие, безусловно. Их попросту нужно сохранять. И если даже в этот период времени, в недельный, что-то не удается осуществить, как бы карта говорит, ты себя похвали, мои дорогие, правда, козероги, за то, что, может быть, вы выдержали какой-то сложный период жизни или решили сложный вопрос. Где-то это не должно быть ностальгией, понимаете, по прошлому. Но когда самоодобрение, когда мы признаем, что да, в чем-то, может быть, мы и совершили ошибки, мы прощаем себя самих за эти ошибки и хвалим за те дела, которые мы сумели осуществить или выстоять в сложный период. Ну, вот, видимо, у вас поэтому и сильная позиция, мои дорогие. И когда Плутон переходит в знак Водолея, вот все то, что я говорила, правда, каждая карта дополняет, раскрывает как будто значение, что себя похвалить – это великое дело. Не давить где-то на себя самого, не загонять себя в рамки «ты должен» или «должна», или «нужно взять себя в руки, решить какой-то вопрос». Вот будьте добрее к самим себе. Это помогает. Что скрыто? Ну, в принципе, нам опять карта напоминает и добавляет того значения, о котором вот мы сейчас с вами говорим. Четверка Земли – это карта уверенности, прочной позиции, когда у меня все под контролем. Отнюдь не о том, что мы что-то тиражируем или
о том, что нас кто-то хочет обмануть или, да, вот как скрывает что-то, или о том, что может быть, и вы где-то хотите осуществить какое-то намерение и тоже что-то скрываете. Нет, это просто сильная позиция, когда мы должны сохранить уже все достигнутое. Эта карта жадины может быть скрыта в том плане, что где-то быть ну, менее словоохотливым, не рассказывать о себе много. И если буквально мы говорим все-таки Пентакли, не рассказывать о своей финансовой, может быть, состоятельности, хотя чаще мы и не рассказываем, но кто знает, мы все разные, кому-то, может быть, и проболтаться можем. Здесь вообще о себе как бы хранить тайну молчания, быть где-то жадным к своим идеям, не передать кому-то, чтобы потом кто-то осуществил другой. Сильная позиция от начала до конца, и у нас выпадает, посмотрите, карта терпения в удержании собственных позиций. Четверка Земли нам еще и говорит о надежности, о нашей собственности буквально. Может быть, и для вас решить вот какой-то вопрос нужно терпеливо и себе не навредить. Вот, видимо, сохранение на этой неделе для вас и где-то доброта к самому себе. Это как основа всего. Дела, работа, бизнес у нас вверху, правосудие, правда, у вас решатся, мои дорогие. Козероги, десятка кубков или десятка воды, все вопросы. Причем, да, в свое время. У кого-то могли быть вопросы по поводу недвижимости или какие-то имущественные споры, но все равно как будто вы останетесь с плюсом. Может быть, вам и придется где-то идти на это самое медиаторство или с кем-то договариваться, но ваш как бы процент преобладания, он все равно вас устроит. Здесь по десятке кубков это карта благополучия, изобилия, процветания, когда у нас получается решить или закрыть какие-то важные вопросы, когда получается осуществить, реализовать наши планы. Но терпение, понимаете, вот это будет важно. Плюс какие-то приятные эмоции, вас что-то будет радовать. Какой-то вопрос, может быть, очень сложно тяжелый. Мои дорогие, все равно к радости, к вашему, ну, достатку, к вашему счастью решится положительно. Нечего добавить, правда. Сразу карта перекрывает, ну, какие-либо вопросы. Но к этому нужно, опять же, терпение. Финансы, Верховная Жрица. Вы знаете, мои дорогие козероги, вот сказала бы, финансы все-таки, да, Верховная Жрица – это карта тайны, интуиции, это та, которая все знает. Когда мы, правда, о себе ничего не рассказываем, видимо, как и свои дальнейшие планы или планы по поводу заработков, кстати, и заначка, мои дорогие, правда? Как будто должна быть сумма у Козерога, который знает один Козерог. Каким-то образом вот этот паж земли, твердое намерение процветать, мы с вами сказали, да? Я так раскладываю карты, чтобы можно было немножко проследить, для чего это нужно. Вот для того намерения, чтобы у вас получился какой-то проект, чтобы вы заработали деньги, чтобы у вас финансовая какая-то история изменилась, нужно хранить молчание. Какой-то, ну, как будто успех и удача, мы знаем, любят тишину. И если где-то пауза в делах наступает, это не значит, что успех отменяется. Это значит, что вам не проболтаться, может быть, в себе, как бы со своими оппонентами или, может быть, даже с близкими. Может быть, кто-то и не разделит вашу точку зрения. Ну и ладно. Это не значит, что мы должны подстраиваться под каждого. Но и доказывать точно не на этой неделе. Здесь хранить молчание буквально помогает, чтобы осуществить какой-то проект. И хранить деньги, чтобы, опять же, осуществить какой-то проект. Вот как будто так. Все-таки карта жадины, мы, да, говорим. Хорошо, но деньги есть, деньги будут, если уж на то пошло. И карта Луна, правда, у кого-то для людей в паре. Тепло домашнего очага. Это ласка, нежность, взаимопонимание, поддержка, духовность какая-то. Это карта интуиции. Это тот дом, где, как укрытие, да, мы можем прийти, отдохнуть, расслабиться, восстановить силы. Вот это все со знаком плюс проигрывается. Видимо, кто-то будет делать жилье комфортным, кто-то, может быть, задумает и переезд, почему нет. Или какие-то еще у вас здесь есть планы. Вообще на этой неделе, посмотрите, терпение. И выпадает в конце карта интуиции. Пусть это личная жизнь. Личная жизнь не только про любовь. Это, как, знаете, состояние души. Может карта характеризовать. Когда тысяча неопределенностей. Или когда есть те пункты, которые
как будто не закрыты, и пока непонятно, что с этим делать. И карта, кстати, говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Правда, нам уже здесь сказали, что пройдет какое-то время, и у тебя все получится. И здесь десятка воды, она как раз о взаимопонимании в семье. Для тех, кто в спорных, сложных отношениях или в ссоре, мы можем примириться, проговорить какие-то на глубоком уровне вопросы, обсудить в спокойной манере, не доказывая, не обвиняя друг друга. Есть такая возможность. Для тех, кто один или одна, подумать, мои дорогие, чтобы не быть одному или одной. И посмотрите, у нас Луна напротив шестерки воды. Правда, как будто есть какие-то отношения. Может быть, это те отношения, когда вы человека уже знали. И они у вас вдруг начинают развиваться, отношения из прошлого. Может быть, вы и дружили, потом какое-то время не было общения, и теперь оно возобновится, и вы не знаете, как к этому относиться, что меня ждет дальше. И тогда нам тоже говорят, а ты не забегай вперед. Может быть, какая-то ваша личная история тоже, где-то через дружбу, через тех людей, которые к вам относятся искренне. У вас была на паузе, а здесь вроде приходит в движение. И тоже вопрос, и что это такое, почему сейчас все возобновилось, может быть, и нам все равно говорят, подожди, не старайся пока в личной жизни расставить все по местам, но ты не должен быть один или одна, это точно. Все сферы жизни у вас должны быть в балансе, нам об этом говорят карта. Может быть, вы что-то будете продумывать, как оформить по документам, но опять же, не торопитесь. Вот такая спокойная неделя для собственной перезагрузки или для того, чтобы позволить пространству помочь вам. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги. Помните, что значение карты терпения, как будто ваш ангел-хранитель присматривает за вами. И будьте счастливы и любимы всегда.